Всем привет! Очередная камера видеонаблюдения с AliExpress, магазин Unbiax, один из тех магазинов, продавец которого выходит на связь. Держит двухстороннюю связь, если вы с ним общаетесь, он отвечает, не пропадает никуда. Перед заказом камеры и после, когда камера в пути, когда получаете, настраиваете, именно помогает вам в этом процессе. И это огромный плюс данного магазина. Ну и стоимость у него среднестатистическая на AliExpress, есть камеры даже и дешевле. Новое поступление камер, немного их там продается. Заказал я на тест, обзор, посмотреть, самому интересно. Уже видели много таких камер на моих обзорах, поворотные в таких вот корпусах. Но эта камера с другим приложением. Smart PTZ камера модель E1 Black. Имеется в виду нижняя часть черная. 12-вольтовая камера. Есть и в дороге у меня идет типа такого же варианта камеры, только E1W модель. Там 5-мегапиксельный вариант. В данном случае 3-мегапиксельный вариант можно заказать с 2-мегапиксельной матрицей, соответственно цена ее будет ниже. Ссылка тут же на камеру оставляю в описании под видео. Все моменты прописаны на упаковке. В общем-то, функционально они примерно одинаковые уже все. Отличает их, что слежение, наличие слежения за объектом практически у всех есть. Слежение в каких плоскостях? Есть следят только в одной, в горизонтальной, есть следят в двух плоскостях, горизонтальной и вертикальной. Есть слежение чисто за людьми, это редкость на данный момент таких камер, но уже это есть. И вот я надеюсь, что в этой камере именно слежение за человеком есть. И в основном бюджетные камеры со слежением следят за всеми движущимися предметами, будь то листья деревьев, трава, мошки пролетающие. Вот именно эту камеру я хочу и протестировать, посмотреть, какое там слежение есть. Смотрите, тот вариант, когда корпус миниатюрный. До сих пор делают такие камеры, но в больших корпусах. Вот корпус тот, который камера вмещается в ладони. Ну и немного кронштейна есть. Две антенны, камера Wi-Fi, может работать по кабелю. Также все это стандартно. Такой небольшой отвод сделан кабельный. Ну, такое решение. Здесь защита от продергивания, фиксация есть кабеля. То есть здесь все надежно. Но скорее всего рассчитано на то, что будет соединение или герметичные рядом, или же распредкоробка рядом. Или же камера вообще будет устанавливаться на распредкоробку и кабели сразу будут в нее заходить. Такое решение. Ну и, конечно, огромный плюс — это ее размер. Черный цвет имеется в виду, нижняя часть черная. Имеются 3 ночных режима. 2 чисто LED светодиода. 4 светодиода двойного назначения. ИК LED наполовинку. И 2 нижних чисто LED белого свечения. Камера может работать как прожектор, но также может быть и незаметно в черно-белом ночном режиме с использованием ИК светодиодов. Объектив 3,6 мм стандартный, поворотная камера, динамик, микрофон, все эти моменты есть. То универсальное устройство IP-камера, которая может работать самостоятельно, сохранять информацию на установленную в нее карту памяти до 128 гигабайт поддерживает. Вот с регистраторами работает или нет, имеется он WIF протокол или нет, в описании этого не прописано, но все может быть. В этом видео подключим ее, попробуем подключить ее к видеорегистратору. В комплекте блок питания стандартный 12-вольтовый, которым также буду подключать камеру. Если у вас планируете систему видеонаблюдения, то можно докупить блок 12-вольтовый, ну, на несколько камер. Это для одной камеры 12 вольт 2 ампера. Стеновой такой вариант удобный. Также удлинители продаются. Понятно, что, наверное, этого кабеля вам не хватит для подключения камеры на ее месте. Хотя, если у вас на улице где-то рядом розетка, и это вы все можете разместить в герметичной коробке, подвести к этому блоку питания 220, то все это можно разместить рядом с камерой на улице. Если нет, то удлинители продаются готовые до 10 метров. Ссылку также оставлю, кому нужно. Крепежный элемент можно использовать, все проверено, эти вот эффективно работают, вполне их хватает. Ну и кронштейн, 4 отверстия просверлили, установили камеру и работает. Карты памяти Mixa U1, ну для камер видеонаблюдения
вполне подходят данные карты памяти, можно их заказывать. Можете в комплекте заказать, будет камера дороже на цену карты памяти. Если без карты памяти, будет камера самый дешевый вариант. Самый дешевый вариант 2-мегапиксельная матрица без карты памяти. По ссылке переходите, смотрите. Инструкция. Приложение такое, кто уже пользуется им, IC Cloud. Показывал я вам комплекты видеонаблюдения, которые входят в видеорегистратор Wi-Fi и камеры Wi-Fi. Камеры по Wi-Fi работают напрямую с видеорегистратора, беспроводный тип, так сказать, камер. Много есть таких комплектов с этим приложением. То есть тот вариант, когда у вас такой комплект уже есть, дома стоит, а вам нужно дополнительно докупить поворотную камеру. У вас камеры стационарные, неповоротные, а хотите поворотную докупить, в какое-то место поставить. Именно ваш вариант. Камера будет добавлена у вас в список устройств этого приложения. Вам не нужно плодить на смартфоне приложение. Уведомления у вас будут приходить в одно приложение с этой камеры, из комплекта видеорегистратора. И, кстати, там надо будет также проверить, у меня возможности нету, но есть вариант такой, что камера это будет работать с тем комплектом, с видеорегистратором. Инструкция по подключению, в общем-то сейчас подключение быстро идет, вам на картинках все показано, понятного языка нету. Английский, но методом тыка все это подключается без всяких вопросов. Или смотрите мое видео и подключайте по видео. Карта памяти, сразу устанавливаем ее перед подключением камеры. Ну и изымать также ее нужно, когда камера отключена. Питание камеры отключено. Контактами, понятно, к модулю. И до фиксации есть кнопка сброса к заводским установкам. Беленькая такая вот. Если в случае чего, какие-то проблемы с камерой, плохо работает, забыли пароль или еще что-то, можно сбросить при включенном питании, когда камера загружена полностью в сеть. Нажимаем, удерживаем 10 секунд, до 10 будет или голосовое сопровождение, то есть стандартный сброс любого оборудования к заводским настройкам. IP-камера это компьютер, иногда ее требуется, бывает такое редко, но бывает, нужно сбросить или к заводу, или перезагрузить. Все эти моменты имеются как с компьютером. Также рекомендуется перед первым подключением сделать именно сброс. Включаю камеру в сеть, розетка, ее блок питания, синяя индикация работает, говорит о том, что блок питания работает нормально. Имеется также индикация на кабеле, это очень классно, когда кабель будет подключен. Здесь мы будем видеть работу камеры по кабелю. Смотрим, тестовый режим есть или нету. Понятно, что новое приложение, ну для нас новое. И новые возможности, новая прошивка в камере, то есть другая, отличающаяся от ICC Pro, XMI. Какие там приложения используются с этими камерами. Но тестовый режим, как видите, присутствует. Вот эти все моменты, это нормально. Камера калибруется. Ну и вроде бы уже она сказала, что можно добавлять ее. Приложение, как я вам сказал, или ICC Cloud, вот оно. Или же второй вариант, совместимое приложение, это IP Pro. IP Pro, вот оно. Давайте на IP Pro попробуем добавить. В случае чего, если вы логин свой, то есть аккаунт свой создадите, а для чего он нужен? Если будете пользоваться облаком. Ну и список устройств будет удобно. В вашем аккаунте будет список устройств. Видеорегистраторы, которые добавлены, там комплекты видеонаблюдения. Несколько камер таких будет. Будет у вас список целый под вас. Если не хотите, можно сделать локальный вход, зайти на камеру, добавить ее так. Или через Google аккаунт также можно все это делать. Давайте сделаем локал вход прямой. Список устройств такой вот есть. Жму плюс, разрешить Bluetooth, различные разрешения. Разрешаем. Bluetooth камера DVR-NVR, Wi-Fi камера. Please check device has. То есть включить, тут вся инструкция. В инструкции получается, что сразу делаем вход на камеру напрямую по Wi-Fi со смартфона, подключаем в списке устройств смартфона Wi-Fi, выбираем камеру под таким вот названием и пароль 8 единиц. Есть такой вариант IPC-S5 и куча цифр. Пароль
Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Подключить. Подключаюсь к камере напрямую. То есть подключаемся через точку доступа. Есть. Подключились. Возвращаемся в приложение, когда подключили камеру к смартфону напрямую. Wi-Fi камера. Жмем Yes. Connected. В списке устройств показывает нам нашу камеру. В списке добавления устройств. Теперь по Wi-Fi нам нужно к роутеру определиться. Определяется роутер. Будет список у вас, который нужно, добавляйте. Я жму свой роутер и пароль Wi-Fi доступа к роутеру. Жму вверху Next. Wireless settings, please wait. Идет добавление. Говорит, что идет добавление, подождите. То есть процесс The есть. wireless connection is successful. Плохо, что, конечно, русификации нету. Я так понимаю, и это, и то приложение примерно они одинаковы. Ну, нужно пробовать, заходите. Кто пользуется IC Cloud, понятно, что вам не стоит устанавливать это. У кого первый вариант камеры, есть у вас возможность выбрать или то приложение, или это. Ставьте то и это, пробуйте добавлять. Никакой сложности, как видите, нету. Свои нюансы есть по добавлению, но разобраться вот не тяжело. Готово, присвоите имя камере, можете сами написать, можете из готовых выбрать. И вот здесь все подтверждения вверху готово. Камера онлайн. Готова камера в списке устройств. Вращается. Видим картинку с камеры. Очень широкий угол такой. Прилично широкий. Можно управлять вот так камерой. В SD качестве перевести качество можно. Написано, что самое лучшее качество при подключении кабелем будет. Отличная картинка. Вынесу на улицу, посмотрим. Такой вот рабочий стол этого приложения. И того приложения, кажется, тоже вот такой вот рабочий стол. Незамысловатый, ничего лишнего нету. Скриншот, запись в папку смартфона. Заходить на карту памяти, управление кликнуть. Зум имеется в виду. Это если с варифокальным объективом камеры. А просто здесь есть цифровой зум. Так, перевернуть. Здесь управление тремя ночными режимами. Инфракрасный, полный цвет или умный режим, смарт от движения. Можете заходить. Переговорное устройство. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4, 5. Эхо, потому что рядом связь некачественная. Задержка небольшая есть, видите, но она IP-камерам свойственна такая задержка. Так, что тут у нас еще? Это понятно. Пресеты. Задаем пресеты. До 10 пресетов местоположение камеры сохраняется. Потом кликаете по картинке, камера туда резко поворачивается. То есть задаете положение камеры, на какое хотите сразу перейти. И также можно патрулирование делать. Select PTZ Speed Grade. Confirm. И из 8 пресетов можно делать патрулирование. Камера будет через какое-то время менять местоположение автоматически. Так, ну, наверное, цифровой зум как-то не удается пока найти. Ну и вот камера очень быстрая. Вот, в отличие от таких, типу таких камер. Ну, вверх-вниз не так, а вот по сторонам она очень быстро реагирует. Вот автомат. Скорее всего, вот отсюда мы можем включать автослежение. Наверное. Ну, вынесу на улицу, будем видеть. Select video 4:3, 16:9, Original, Confirm, свое задавать. Звук. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4, 5. Микрофоны глуховатые, или может здесь где-то регулироваться будет. Ну, зайдем, потом посмотрим. На весь экран открыть. Можно такой вот рабочий стол делать. Не хочет. Вот думал цифрой приблизить, а почему-то не получается. И так не получается. Ну, как-то странно. Ну, и так вот можно управлять протягиванием по экрану. Дата, время, IP-кам, название. Все это есть. Можно так управлять. Ну, и тут все основные кнопки настроек есть. Бэкап, сетап, настройки камеры. Заходим. Английский, да, нету, не русифицировано. Может, где-то есть поменять язык, но пока я не нахожу. Кстати, есть новая прошивка для камеры.
установить. Update Вот. device firmware. Please don't power off and wait patiently. Все, обновляется прошивка, при этом питание должно быть стабильно, ни в коем случае не выключаем питание, не перезагружаем при этом камеру. Пошла перезагрузка, ну какой-то не очень быстрый процесс обновления, может из-за того, что по Wi-Fi. Если есть возможность, подключайте камеру по кабелю. Стабильней, быстрее, качественней. Ну нет возможности, есть хороший сигнал Wi-Fi, подключайте по Wi-Fi. Перезагрузилась и протягиваем. Обновляем список устройств, камера в онлайне. Есть, видите вы, значок офлайн, онлайн, все это есть. Также, не заходя на камеру, с рабочего стола можем зайти на карту памяти, информация, поделиться и настройки. Что тут интересное? На карту памяти зайти, определилась карта памяти, 32-ю установил, 2904 свободно уже что-то записано. Статус карты памяти нормальный, форматировать можно карту памяти в случае чего прямо в устройстве. Ну и также все это вы должны понимать, что делается удаленно. На камеру можно заходить, ну и на карту памяти, удаленно из любой точки мира. Камера подключена в интернет, работает, вещает в интернет, подключена к интернету. Взяли смартфон, настроили вот в домашней сети, как я. Взяли и пошли, подключили мобильный интернет к смартфону. В любое время заходите, видите картинку с камеры, можете зайти на карту памяти. Все вот эти дела, что я сейчас делаю рядом, можно проводить удаленно. Камера работает по Wi-Fi, значок, по идее, сигнала Wi-Fi именно на рабочем столе. Включаю кабель от роутера, сразу идет мигание, линк на RJ45. И камера, по идее, должна автоматически перейти на работу по кабелю. Ну, так и есть, судя по линку. Но здесь, наверное, нигде мы и не увидим, что камера работает по кабелю. Идет подключение. Никаких ни перезагрузок, ничего не происходило. Камера в онлайне. Автоматически переключилась она на кабель. Ну и сейчас работает по кабелю. Никакой информации здесь на рабочем столе нету. Автоматически в SD режим, в легкое качество камера ставится при первом заходе. Я смотрю, это не зависит от качества интернета или качества способа подключения. Или кабель, или Wi-Fi. Поэтому, если нужна вам четкая хорошая картинка, не забывайте переключать в HD качество. Ну и по кабелю как-то вот уже меньшая задержка, камера реагирует получше. Есть решение все-таки более лучше использовать, как для меня, вот это вот приложение IC Cloud. Зарегистрируйтесь, пройдите регистрацию, будет ваш аккаунт, там недолго почту введете. Смотрите, тут примерно все то же самое, только на русском. Добавил устройство, нажал плюс, включился сканер считывания QR-кодов, считал QR-код с наклейки. Автоматически приложение определило, что это камера, присвоил ей имя, офис нажал. Все на русском. Даже здесь более понятно. И настройки также идут уже на русском. И уже присылает мне уведомление о движении. Индикатор, тип устройства, версия устройства, оборудование, Wi-Fi. Можете переподключать, выбирать роутеры и переподключать к другим Wi-Fi роутерам. Включить запись звука, голосовая подсказка на английском, китайском. То есть можно выключить голосовую подсказку. При каждой перезагрузке камера может говорить голосовые подсказки. Пропало питание, появилось. Это можно выключать. Выключили, все, голосовой подсказки не будет. Обмен устройства, громкость, на которую воспроизводите, то есть динамика или микрофона, объем устройства. Ну, скорее всего, динамика, громкость. Также можно регулировать. Интеллектуальное обнаружение. Что делаем при интеллектуальном обнаружении? Выдается тревожное сообщение, можно включить. Зона обнаружения. Также можно зону устанавливать, все это сохранять. Интеллектуальная запись, имеется в виду запись на карту памяти при обнаружении движения. Выключите, будет писаться постоянка. Тревожное обнаружение сообщения, то есть вот приходит при обнаружении движения к вам на смартфон в приложение. Установка времени будильника по расписанию, скорее всего, или запись, или уведомление о тревоге. Скорее всего, да, уведомление о тревоге. Гуманоидный маркер. Ну, перевод такой, но все же лучше обнаружение гуманоида. Вот, когда человек обнаружен, он автоматически будет следить за движением. Давайте этот вариант и включим. Сигнал будильника.
Да, выберите тон, дефолт по умолчанию, пользовательский тон, запись звука. Свою фразу можете записать, пожалуйста, нажмите, удерживайте. Добро пожаловать к нам в гости. Кстати, можно фразу большую записать, я смотрю, долго можно разговаривать, много времени. Играть. Добро пожаловать к нам в гости. Кстати, можно фразу большую записать, я смотрю, долго можно разговаривать, много времени. Полный запись звука, приглашение, например, там сохраняете. И в списке, я так понял, у вас будет, вы сможете несколько вариантов записать и потом их использовать. Добро пожаловать к нам в гости. Кстати, можно фразу большую записать, я смотрю, при движении долго можно разговаривать, много времени. Приходит уведомление, при движении запускается ваша запись, по дефолту сирена там или что-то, можете записать, что хотите. И вот так будет воспроизводиться. Кстати, четко, без всяких шумов, воспроизводится не очень громко, но нормально. Подтвердить, имеется в виду сохранить, или же выключить. Будильник, это имеется в виду вот звуковое предупреждение при движении, звуковая тревога, так сказать, звучащая из камеры, или приглашение, что вы там захотите. Гуманоид — обнаружение тревоги. Обнаружение гуманоида имеет определенные требования к адаптивности к сцене, и оно используется в соответствии с реальной ситуацией. Возьми, взял. Чувствительность обнаружения. Куча чувствительностей, стоит средняя. Можно переустанавливать. Разобраться можно, перезагрузите камеру, удалить и сбросить камеру. Все здесь есть. Основные настройки Alexa. После включения вы можете смотреть видео через Alexa Echo Show. Управление хранением, карта памяти. Все здесь также есть. Расширенные настройки. Переворот экран видео, переворот направления PTZ, настройки видеоизображения, установить видеоцвет, стиль, четкость, полноцветные умные, 3 режима ночных, короче, здесь. Настройка зоны конфиденциальности. То есть можно где-то полностью сделать, выделить зону какую-то черную. То есть не будет туда новая область, не будет высвечиваться та зона. Координаты, сверка, ширина, высота зоны, один ключ, ясно, новое, понятно. Ну и рабочий стол. Так, приходит уведомление. Также повороты, различные моменты, звук, раз, два, три, четыре. Скриншот, запись, управление объективом. Потяните далеко, фокус не тянется. Ну это... вот. Цифровой вот. 4-кратное цифровое зумирование вот. Кстати, также плавно можно... все это вытягивать. Ну, на улицу вынесем, посмотрим, работает. Более, сроки круиз, блокировка экрана, самопроверка PTZ, скорее всего калибровка, и скорость. Скорость еще можно выше ставить, поворота камеры. Установил камеру на улицу. На улице пасмурная погода. Так, в каком это? В SD качестве ставлю в HD. В HD ставится, сразу видно, хорошая детализация. Ну, картинка на своем уровне, в своем ценовом диапазоне, нормальный вариант. Цвета соответствуют, детализация хорошая, если присмотреться, никаких размазанных частей нету, все четко по всей плоскости. Вот так вот работает примерно слежение. Ну, уведомления приходят, но вот видите вы, что со слежением происходит. Камера перекручивает голову. Давно уже когда-то я встречал такие камеры. То есть, слежение здесь, не совсем адекватное. Какой еще момент? Хотел подключить камеру к видеорегистратору, не получилось. То есть, видеорегистратор камеру нашел по OnVIF протоколу, но просто черный экран. В настройках камеры нет возможности переключения 50-60 Гц. Поэтому я пока камеру не могу вывести на монитор видеорегистратора. Кстати, по тревоге видеорегистратор пишет с камеры, была бы возможность у него вывести картинку, то есть тревожные моменты срабатывают, включает он запись с камеры по тревоге, но не выводится на монитор картинка. Камеру он видит, все по OnVIF протоколу, но вот одна проблема. На компьютере есть типа CMS клиент, IC Cloud так и называется. Тут все устройства, в ваш аккаунт можно заходить. Как вот в приложении, зарегистрировались вы, так и тут. Заходите через облако, и все ваши устройства там есть. Можно отслеживать, можно поворачивать камерой, можно включить запись на компьютер, можно менять пресеты, скорости, все эти моменты. Можно пускать камеру в круиз.
Все отсюда можно делать. Но вот в настройках не нашел я момента переключения 50-60 Гц, чтобы попробовать камеру вывести на видеорегистратор. Звук проезжающих авто вы слышите, микрофон не супер, среднего качества, посторонних шумов нету, автомобили потом в эфире тихо. То есть, когда в эфире тихо, то тихо, автомобили едут, ну такой себе звук проезжающего автомобиля есть, но сильно не разберешь, что именно. Сразу приходят уведомления о движении, но не годится ее вот функция слежения. Не знаю почему, или же из-за обновления прошивки, или надо было пробовать на старой прошивке. Но показываю вам то, что есть. Камера видит объект и отворачивается от него. Это решается, понятно, прошивкой. Возвращается она на место через время. Все адекватно работает. Но вот, когда появляется в камере объект, она от него отворачивается. Это проблема прошивки, я думаю, поправят. Если поправят, будет все хорошо. Вот, смотрите. Едет автомобиль, и камера перекручивает голову. По идее, она должна взять его в центр, внимание, в центр картинки. Но она, наоборот, отворачивается от него. Но на данный момент камера работает именно так, по слежению. Если ее поставить в стационарном режиме без слежения, все по движению моменты она записывает четко. Приходят уведомления, все это работает. Так, что у нас здесь возможно? Вот есть возможность запустить камеру в круиз. Если вы сделаете пресеты, она будет по пресетам поворачиваться. Ну, без пресетов даже то, что в автомате, вот так она работает. Значок А, и камера пошла по заданным каким-то точкам, которые, ну, заводские. Там последила, пописала, повернула сюда голову, тут пописала какое-то время на карту памяти, последила. Потом поворачивается еще, меняет местоположение. Если вы сами их зададите, она будет работать именно по вашим заданным точкам. Все это также возможно. Ну и зайти выключить также функцию круиза также можно. Кстати, если в это время включено слежение и она видит какой-то движущийся объект, она за ним будет следить. Ну и отключил, буква А, получается белая, активная синяя. Управление объективом. И здесь возможность есть цифрового зумирования. Давайте посмотрим, насколько теряется качество. Но я вам скажу, что вот 4.2, так, камера начала следить, 8-кратное цифровое зумирование. И я вам скажу, что качество не сильно теряется. Ну, понятно, что оно теряется, но на полном зуме, таком вот цифровом, ну, какие-то моменты можно рассмотреть. Не четко, не в деталях, но приблизить даже лицо человека с небольшого, понятно, расстояния можно рассмотреть. Это, не перепутайте, это не оптический зум, не оптика работает, а чисто цифровой. Но уже вот вполне таки можно им пользоваться. Если раньше сильно качество терялось картинки, то сейчас не так оно теряется. Ну, понятно, что подтягивают они все эти моменты, дорабатывают. Ну и будет у вас камера, если с оптическим зумированием, здесь вот также все есть по оптике. Подтяните близко-далеко и фокус плюс-минус. Это с оптикой работает. Давайте посмотрим моменты по воспроизведению. Захожу на карту памяти, можно вернуться в реальное время. И пошли ролики. Внизу временная шкала. Не было выставлено время, поэтому так вот она записала. Красное — это тревожные, понятно, ролики. Тут можно таким образом, можно таким образом увеличивать, уменьшать временную шкалу. Так, давайте из последнего посмотрим. Выходил я на улицу и специально пробовал, чтобы камера за мной последила. Вот сейчас воспроизводится запись по времени 12:25. Очень хорошая картинка. Со звуком. Камера вот еще следила. И сейчас я должен, по идее, выйти. Ну, как-то вроде бы и следит она и в двух плоскостях. Смотрел я, и опускает голову за тобой. Все. Но какие-то моменты есть, что камера то перекручивается, то творит какие-то чудеса. Вот я выхожу. И вместо того, чтобы взять меня в центр и держать, она вот так вот махает туда-сюда головой. Или же, может, ей мешают автомобили там проезжающие. Но вот я сейчас перейду. Вот такие вот моменты. И быстро камера поворачивается, и реагирует быстро. И должна, по идее, следить за предметами
реактивно нормально. Но какие-то моменты имеются. Косяки в прошивке, что-то нахимичили. Вот я захожу под нее. Но она туда-сюда машет головой. И вроде бы объект видит и понимает, как собака. А сказать ничего не может. Надеюсь, в следующей прошивке они поправят, обратят на это внимание. Кстати, заказал я такую также 5-мегапиксельный вариант камеры. Скоро также протестирую ее, покажу вам. Это все в записи. Вот идет запись по движению, по времени, со звуком. Ну и также вы сможете смотреть, потом календарь выбирать. Если будет у вас несколько дней сохранено на карте памяти, это понятно. Ну и в реальное время выходим. Камера сейчас вот работает в реальном времени. Так, надо выключать это дело, потому что реально обнаружение гуманоида, так называемый, на. Давайте попробуем гуманоидный маркер поставить на. Проверил, все то же самое, камера машет головой, то есть никаких улучшений нету. Но картинка, я вам скажу, хорошая. Вот видите, можно посмотреть детализацию, хоть и пасмурная погода, но картинка на хорошем уровне. В общем-то, если не смотреть на функцию слежения, которая в ней пока не очень хорошо работает, то камерой можно пользоваться просто как поворотной, ну и записью по тревоге. Также с присыланием уведомлений все эти моменты приходят по движению. Жду ночи и посмотрим, как камера будет работать в ночном режиме. Что еще удобно, пропущенные моменты можете смотреть, вот новости, так называемые. И здесь идут тревожные сообщения и должны прогружаться, да, прогружаются картинки. Входите вы на последний, например, вот тревожный момент, время, дата, что было, сохранить и посмотреть видео. Или можно дальше листать по тревожным моментам. Посмотреть видео, кликаем. И прогружается отрывок с предзаписью, я так понимаю. Работает предзапись, да. Предзапись того момента, на который камера среагировала. И также посмотреть можно полное видео, то есть зайдя на карту памяти. Камера работает целый день, сидит на кабеле, видите, быстрая прогрузка. Что еще заметил? Кнопка тревога. Очень прикольно работает. Вот смотрите, сейчас у меня камера стоит на улице, окно открыто на проветривание. Шумная дорога, включаю я, активирую звук. Не знаю, слышите вы или нет, выйдем на улицу, включим. Но такая своеобразная прикольная сирена звучит, объемная, такая пугающая. Очень классно. 15 секунд. Можете автоматически остановить, то есть сами остановить, или же автоматически после 15 секунд прекратиться. Но это такое, доп такой, но прикольный. Может где-нибудь пригодится. Сама картинка ночная с камеры беспроблемная. Черно-белый сейчас вариант идет. Давайте повернем камеру в темное место. Так, вот так примерно. Очень быстро двигается, можно скорость уменьшить, если вдруг не будет получаться. Ну и вот картинка с камеры в темном месте. Ну, стандартный вариант. Стандартные светодиоды ИК, стандартное расстояние около 15-20 метров. Немного отражения идет вот от этой камеры. Ну, дальше постараюсь я вам скинуть оригинал из камеры. Но YouTube-то урезает качество также. Поэтому показываю вам, стараюсь показать, вот как в реальном времени со смартфона все это выглядит. Кстати, так, очень быстро реагирует. Вариант смены рабочего стола. Вернуть. Тут так все затемненно, не знаю, зачем оно так сделано, но факт тому, что видно здесь управление светом, внутренняя связь, голова, скриншот, звук, запись. Управление светом нас интересует в ночном режиме. Инфракрасный стоит, полноцветный, умный. Умный, понятно, будет работать на движение. Полноцветный, белые LED светодиоды включаются, активируются, и камера переходит в то есть в цветной режим. Но опять же, не хватает ей мощности этих LED светодиодов, которые у нее на борту располагаются. Двойного назначения в основном они. Понятно, что полноценный LED светодиод будет лучше справляться, чем
двойного назначения. Вот прошлая камера, буквально недавно у меня был видеообзор с двумя прожекторами по бокам. Переходите, смотрите, кому нужна именно камера, которая светит ярко LED светодиодами. Имеет LED на своем борту, 2 LED прожектора мощных. Там реальная картинка с камеры в цвете с помощью LED светодиодов, прожекторов. Очень эффективная. Здесь требуется, конечно, требуется ей помощь. Если опустить немного ниже, так, где тут голова? Опустить немного ниже, видите, картинка проявляется из-за того, что свечение светодиодов перенаправляется вниз. То есть с небольшой высоты на небольшое расстояние их вполне таки хватает. Будет у вас дополнительный прожектор какой-то маломощный, 10-5 ваттный с датчиком движения. Отлично камера будет справляться вместе с ним в паре. Опять же учтите, что на улице реально темно, дождь идет, ну и такие вот краски. Все темное. Вернуть назад управление светом умный. В умном режиме, в черно-белом она стоит. При движении каком-то будет переходить в цвет и включать LED светодиоды. Ну, по картинке обычная в своем ценовом диапазоне, обычный вариант камеры. Тут не отнять у нее, не прибавить. Так, и это плюс, еще я вам все показываю. Конечно же в SD качестве. Ну вот в HD качестве все поприятнее будет выглядеть. Поехали автомобили. Я вам скажу, что вот и среагировала она на движение, и вот только сейчас переключилась. Ну, может какое-то запаздывание, или же просто нужно было, может, немножко приподнять камеру, чтобы она видела адекватно вперед. Да, не хватает, ей не хватает, именно если камера смотрит прямо, свечения LED светодиодов не хватает. Иду навстречу с камерой, все, вот она мои ноги увидела и уже включила по движению белые свои LED светодиоды. А, тут еще и кот какой-то ходит, может она на него среагировала на крыше. Ну да. Прошлая камера, конечно, мощно светила, но это вот этот такой вот вариант. Она, во-первых, миниатюрная, поэтому, ну, априори на ее борту не могут располагаться мощные прожекторы. Ну, а хотя вот смотрите, цветная картинка очень классная. Так, и тут она определяет, смотрите, она определяет человека. Блин, а что случилось? А почему раньше этого не было? Но все равно, смотрите, включил я сейчас слежение. Камера все равно следит за всем подряд. Вот она вернулась сейчас на место. Вроде бы и определяет меня. Берет в прямоугольник, вот как человека. Но потом резко уходит куда-то в сторону. Ловит другие объекты. Ну, какая-то ситуация непонятная. Если дальше разберусь, то расскажу вам. Вот она туда-сюда мотает головой. То есть как-то все не совсем адекватно. Может следующий 5-мегапиксельный следующий вариант, может и будет адекватно работать. Задумка вроде бы неплохая, хорошо поворачивается, быстро светит светодиодами, но вот человека в центре не берет. Сейчас вроде бы вот взяла. Ну и вот едет автомобиль, и она погналась за лучами света фар. Вот такой вот вариант. И давайте попробуем, раз уже суть-то дела, попробуем тревогу. Смотрите, включаю я. Так, вариант тревоги. Ну, такой звук не резкий, объемный, но прикольный, его слышно далеко. Проверял я, вот, работает это дело. Как по мне, плюсы камеры какие? Ее небольшой корпус, небольшие размеры, это первое. Ну и, в общем-то, универсальность. Имеет она на своем борту LED-светодиоды, ну, которые на
на свою цену и на свой размер работают адекватно, нормально. Не забывайте, что камеру можно подключать, также есть возможность с помощью вот этого сплиттера по одному кабелю по 48 вольтам. До него приходит 48 вольт, а уже на камеру идет стандартная 12, и камера будет работать по одному кабелю. Ссылку на сплиттер оставляю в описании к видео, если вдруг не оставил, спрашивайте, обязательно оставлю. Такой вот вариант, что мог, показал я вам. Задумка неплохая. По идее, камера должна следить именно за человеком. Но или что-то не я, или я что-то не так делаю, или же сыровата прошивка в камере, что-то должны поправлять. Следующая камера придет, 5-мегапиксельный вариант. Обязательно протестирую ее также, именно уже буду знать, что копать и что проверять конкретно. На сегодня все, на канал подписывайтесь, чат в Телеграме обязательно, общаемся по теме видеонаблюдения. На Инстаграм также. Всем удачи, до следующих видео.